Чао а тути рагazzi. Картина «Подсолнухи» Ван Гога считается его визитной карточкой. Он нарисовал эту картину, чтобы украсить спальню в Арди к фатальному приезду художника Поля Гогена, ссора с которым привела к тому, что Ван Гог лишился одного уха, получил нервный срыв и в конце концов совершил самоубийство. Allora, 5 фактов об этой картине. Iniziamo. Ван Гог, рисуя натюрморт, заметил, что цветок наверху находится слишком близко к краю рамки. Чтобы дать больше пространства над подсолнухом, он прибил деревянную доску. На рентгене мы видим скрепляющие гвозди. Чтобы скрыть стык между холстом и деревом, Ван Гог нарисовал поверх него несколько длинных зеленых лепестков. Ван Гог оставил на верхнем крае четкие отпечатки своих пальцев. Он должен был как-то поднять только что нарисованную картину. Он взял ее за края, поэтому так отчетливо видно отпечатки 3 пальцев. За 100 лет цвета подсолнухов сильно потемнели. В оригинале краска желтого цвета была намного ярче и сочнее. А голубое сердце цветка изначально было фиолетового цвета, но спустя время краска полностью утратила свой цвет. Сканирование пигментов красок показало, что в исходном варианте подсолнухи Ван Гога были ярко-оранжевого цвета, но из-за времени ярко-оранжевый цвет обесцветился до желтого цвета. Ван Гог нарисовал 5 вариантов картины подсолнухи, потому что задумывал сделать из них серию триптихов. Но при жизни Ван Гог не успел реализовать этот экстраоригинальный художественный замысел. Этому помешало его самоубийство в 1890 году. У меня здесь есть вопрос. Как вы думаете, почему Ван Гог задумал создать серию триптихов именно с подсолнухами в вазе? Однажды, когда я готовил лекцию про Ван Гога своим студентам, мне приснился сон, в котором мы с Ван Гогом стояли на горе под золотистым солнечным светом. Вокруг нас летали бабочки, и был запах свежескошенной травы. Ван Гог держал в руках большие букеты подсолнухов и с каким-то ожиданием смотрел вдаль на круглый диск солнца. Я спросил его: «Винсент, cosa hai in mano? Что у тебя в руке?» И знаете, как Ван Гог назвал свои подсолнухи? Он назвал их своими крыльями, затем замахал руками, держа подсолнухи в руках, и улетел вверх в сторону солнца.